Всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю сделать оригинальные серьги с использованием цветочных тростей, которые мы делали на прошлых мастер-классах. Ссылочки на эти уроки я оставлю под видео. А также я поделюсь еще одним вариантом утилизации остатков и срезов, которые обычно остаются после создания каких-то украшений. В данном случае мы будем использовать хвостики глины, которые у нас остались от предыдущих уроков. Собираем все цветные срезы, которые у нас остались, и вот так мельчим их лезвием в маленькую крошку. Дальше определяемся с оттенком глины, который будем использовать за основу. Я взяла белый цвет пластики, так как именно белым цветом в прошлых уроках я делала окантовку листвы и цветам. Также лезвием мельчим белую глину. Друзья, если вы уже подписаны на мой канал, пожалуйста, проверьте колокольчик, так как от него зависит, приходит вам уведомление о новых видеоуроках или нет. Ну а если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь и лепите вместе со мной. У нас получаются вот такие две кучки, мы их смешиваем в однородную массу. И вот так рукой утрамбовываем, прижимая к столу, чтобы убрать воздух и образовавшиеся зазоры между кусочками глины. Помогайте себе скалочкой, прокатывайте пластику, чтобы получить ровный пласт. Разрезаем пласт на несколько частей и собираем их в общий бочонок. Как видите, вот такой цветной брусок глины у нас с вами должен получиться. Делаем срезы около 1-2 мм и размещаем их на той поверхности, на которой мы их будем обжигать, чтобы не деформировать в дальнейшем. Дальше я прокатываю скалкой эти заготовки и вырезаю подготовленным катером. У меня в форме капельки. Получается два таких полукруга. Из каждой заготовки вырезаем сердцевинку. Я использую для этого маленький овальный катер. Это у нас самая крупная часть сережки, и теперь нам нужно подготовить подвески из тех тростей, которые мы делали с вами на прошлых уроках. Нарезаю цветы и листву. Смотрите, в зависимости от того, какие колечки вы будете использовать, точнее диаметр колечек, от этого и рассчитывайте ширину ваших полимерных подвесок. Не делайте их очень толстыми, так как колечко будет проблематично вставить. Размещаю заготовки так, как они будут у меня выглядеть в собранном виде. Также из срезов я добавляю дополнительные подвесочки в виде вот таких вытянутых фигурок. Из трости чуть большего размера делаю заготовки под пусеты. Спицей или зубочисткой нужно проделать отверстие. Можно делать это после обжига, если у вас есть дрель. Делайте скриншот этого отрезка видео, чтобы отметить, где нужно сделать отверстие заготовкам. Теперь мы отправляем все заготовочки на обжиг в духовой шкаф, придерживаясь температуры, указанной на упаковке глины, или при той температуре, при которой вы обычно обжигаете свои полимерные изделия. После того, как изделие остыло, я прохожусь по каждой заготовке мелкозернистой наждачной бумагой. У меня бумага от 2500 до 1200. Этого будет достаточно, чтобы убрать отпечатки пальцев, шероховатости и неровности по краю. Все, можно собирать наши сережки на колечки. Вот такая красота у нас получается. Теперь, друзья, осталось добавить пусеты. И для этого я буду использовать поксипол. Это двухкомпонентный раствор по типу эпоксидной смолы, только он быстрее высыхает. И смешиваю небольшое количество поксипола, сажаю на него пусету и полностью им заполняю все пространство сзади сережки. У меня прошло несколько суток после того, когда я снимала вам продолжение этого мастер-класса. Все отлично намертво держится, все зафиксировано на месте. Использование поксипола в таких целях оказалось достаточно удобным. И все, вот такая вот у нас красота с вами получается. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Друзья, не забывайте оставлять комментарии и лайки, потому что это помогает мне в развитии канала, двигаться дальше и делиться с вами новыми идеями. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых мастер-классах. Большое спасибо вам за активность под этим видео и до новых встреч на моем канале.